Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим пирог с безе и ягодами. Это невероятно вкусная, необычная и красивая выпечка. Готовится такой пирог из самых доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала замесим тесто для основы пирога. 3 яйца разделяем на белок и желток. В чашу измельчителя кладем 100 грамм холодного, но не замороженного сливочного масла, нарезанного кусочками. Насыпаем 50 грамм сахара и 200 грамм муки. Все измельчаем до мелкой крошки на самой большой скорости. Сюда же в получившуюся крошку добавляем 3 желтка, опять перемешиваем. Если тесто не собралось в комок, добавляем 2 столовые ложки сметаны или кефира. Опять перемешиваем. Как только тесто соберется в комок, сразу же выключаем измельчитель. Также это тесто можно замесить руками. Тесто перекладываем на пищевую пленку, заматываем его и кладем в холодильник на 30 минут. Тесто уже охладилось, раскатываем его в круг. Песочное тесто, как правило, сразу раскатываться не хочет, а рассыпается на кусочки. Для того, чтобы его можно было хорошо и равномерно раскатать, нужно сначала раскатать его немного скалкой, насколько это возможно, затем сложить вдвое и снова раскатать. Мукой тесто нужно посыпать совсем немного. Так нужно проделать 5-6 раз. Тесто раскатываем в круг, немного больше, чем диаметр формы для выпечки. Раскатанное тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Руками формируем бортики с теста. Лишнее срезаем и приклеиваем в то место, где не хватает высоты. Высота бортика должна получиться примерно 2-3 см. Диаметр моей формы 21 см. Тесто накалываем вилкой и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем основу примерно 15-20 минут. Пока печется основа, приготовим начинку. В миску наливаем 3 белка и начинаем взбивать. Когда появится пена и разрушатся все белковые связи, постепенно начинаем всыпать сахар, примерно по столовой ложке каждые 30 секунд. Всего понадобится 150 грамм сахара. Взбиваем достаточно долго. В итоге должна получиться плотная белковая масса, которая хорошо держит форму. В эту массу насыпаем 200 грамм клюквы. Я использую замороженную, но также можно взять свежую. Все аккуратно перемешиваем лопаткой. Еще больше других вкусных рецептов пирогов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Основа уже испеклась, вынимаем ее из духовки. На дно основы насыпаем примерно 2 столовые ложки панировочных сухарей. Сверху выкладываем белковую массу с клюквой. Равномерно ее распределяем по песочной основе. Все опять ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Испеченному пирогу даем остыть и вынимаем из формы. Пирог с безе и клюквой получился очень вкусным и красивым. Сладкое облачко из безе, в котором разрываются кислые ягоды клюквы, это просто феерия вкуса. Обязательно приготовьте такой пирог, это очень вкусно. По желанию ягоды клюквы можно заменить другими ягодами. Если вам понравился рецепт такого пирога, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.